Пожар случился настолько неожиданно, что не все из жильцов успели среагировать. Эта старая двухэтажка была уже определена под снос. Буквально через 2 недели жильцы должны были переезжать в новое жилье. Давно все знали, что проводка на ладан дышит, но чтоб такое, а главное ночью. Люди выносили, выбрасывали из окон кто что может. Вдруг кто-то из соседей вспомнил, что на первом этаже живет женщина, которая совсем недавно родила двойняшек. Муж у нее был водителем, в настоящий момент был в рейсе. Пламя уже охватило почти весь дом, но пожарные бросились к окнам. Детей нашли сразу, их передали через окно. В этот момент начала трещать кровля, пожарные отступили. Через минуту дом рухнул. Люди молчали. Там, где-то под грудой горящих обломков, осталась молодая женщина, которая была матерью двойняшек. Мальчик пострадал намного меньше, а вот девочке, похоже, досталось. Врачи колдовали над ними. Сначала заплакал один, потом второй. Двери скорой захлопнулись, и она с сиренами рванула с места. Отцу сообщили утром, как только смогли до него дозвониться. Но еще до приезда Романа в детском отделении появилась его мать. Женщина дородная, другие слова к Анне Андреевне просто не подходили. Она окинула взглядом медсестер в приемном и произнесла: «У вас мои внуки. С кем я могу поговорить об их состоянии?» «У нас много детей. О каких именно идет речь?» «Милочка, я о детях со вчерашнего пожара». Анна Андреевна окинула девочек уничтожающим взглядом. «И поторопитесь, милочка, доктора мне позовите». Доктор пришел через 5 минут. Ему уже сказали, что пришла бабушка Горгона. «Здравствуйте. Доктор, вы должны мне все рассказать о состоянии моих внуков». «Ну, мальчик практически не пострадал. Через день-два его можно выписывать. А вот у девочки ожог одной стороны лица. Конечно, со временем, когда она будет расти, нужно лечить. Нужно помогать восстановлению, иначе шрам будет слишком заметен». Анна Андреевна поморщилась. И так никакой наследственности, а теперь еще и шрам. Кошмар просто какой-то. Она сразу была против, категорически против этого брака. Девушка, которую он привел знакомиться, была из неблагополучной семьи. Отец замерз по пьяни, мать надорвалась на 3 работах и тоже рано ушла. Анна Андреевна так и заявила: «Этой не место рядом с моим сыном. У тебя будущее, у тебя учеба». И ее любимый единственный сын впервые в жизни не послушался. Он взял за руку эту девку с улицы и ушел с ней. Они стали жить в доме, который вот-вот должен был рухнуть. И сын вместо того, чтобы искать работу юристом, пробовать себя, сел на большую машину, чтобы обеспечить запросы этой девки. Анна Андреевна сразу сказала, чтобы ноги ее не было в их доме, но и сын перестал приходить. Отец, по совместительству муж Анны Андреевны, пытался ее образумить. «Аня, ну ты же сама из деревни, что ты так взъелась на девочку?» «Я не для того прожила так свою жизнь, чтобы вернуться к тому же. Нашему Роме нужна хорошая девушка, которая будет толкать его вперед, а не тормозить и не тянуть вниз». Муж только вздыхал. Его давно уже никто не слушал в этой семье. Его задача была зарабатывать деньги, много денег, чем он и занимался. Отец Романа был юристом, и не простым, а элитным. Всегда тихий и немногословный дома, на судах он становился другим человеком. Деньги зарабатывал огромные, потому что клиентами были в основном те, кому было что делить и за что судиться. Анна Андреевна настояла, чтобы сын пошел учиться и потом стал помощником отцу, но все испортила эта девчонка. Сын приехал под вечер, сразу хотел бежать в больницу,
но Анна Андреевна остановила его. «Рома, сядь, нужно поговорить». «Мама, мне нужно, как ты не понимаешь, как мне теперь без Насти?» Роман заплакал. «Не раскисай, у тебя есть сын». «Сын? А дочка? Катя?» «Послушай меня, внимательно послушай. Ты все равно не сможешь растить сам детей. Тебе придется вернуться к нам. Из мальчика я постараюсь сделать человека. А девочка, она обгорела. Понимаешь, она теперь инвалид, уродина. Нам в семье такая обуза не нужна. От нее не будет никакого толка. Хочешь, иди забирай двоих. Но тогда все сам. И жену свою хорони сам. Все, я умываю руки». «Мам, как ты можешь? Это же твои внуки». «Внуки от той девки? Нет уж, увольте». «Я ненавижу тебя, ненавижу, я сам». Ромка выскочил на улицу, мать смотрела в окно на него, пока он не скрылся. Муж подошел и встал рядом. «Аня, что ты творишь?» «Я знаю, что. Так будет лучше для всех». «Вот куда он? Сейчас натворит еще чего-нибудь». «Не натворит. Я достаточно хорошо знаю своего сына». Роман вернулся ночью, пьяный настолько, что упал спать прямо в прихожей. Анна Андреевна подложила ему подушку и укрыла одеялом. Потом вернулась в спальню. «Готовь документы на отказ от Кати, а Максима мы завтра забираем». «Я не буду». «Будешь, и это не обсуждается. Подумай о сыне и о том, что ты можешь хотя бы внука уберечь». Наутро Роман молчал. Молчал, когда мать отдавала распоряжения, молчал, когда отец давал ему подписывать какие-то бумаги. Промолчал, когда ему объявили, что похороны завтра. Он молчал до самого кладбища, а там, когда все было закончено, упал на свежий холмик и заплакал. «Прости меня, Настенька, прости, пойми и прости. Когда-нибудь, когда я встану на ноги, я обязательно разыщу ее, найду и попрошу прощения». Анна Андреевна терпеливо ждала, пока сын прекратит истерику. Потом проводила его к машине и сказала: «С этого дня у тебя начинается новая жизнь. Утром все узнают, что девочка умерла, поэтому тебя никто не осудит. Ее обязательно кто-нибудь удочерит. Тебе нечего переживать. Неделю побудешь с сыном дома, а потом ты приступаешь к обязанностям папиного помощника. Надеюсь, ты еще не все позабыл». Она захлопнула за сыном заднюю дверь и села к мужу спереди. Он смотрел на нее и думал, как он за столько лет не понял, что рядом с ним монстр. Пролетели года. «Максим, за тебя. И это самое громкое дело за последние десятилетия». Максим принимал поздравления. Он отмечал свою громкую победу в самом лучшем ресторане города. Рядом с ним сидела его бабушка. Именно она всю жизнь его направляла, наставляла. Если бы не она, то, наверное, он не добился бы такого успеха всего в 30 лет. Естественно, первый тост Максим сказал за нее, за свою любимую бабулю. Следом сидел дед. Он был уже совсем стар, но всегда мог дать дельный совет. И деда по праву можно было считать основателем их семейной династии юристов-адвокатов. Второй тост, конечно, был за деда. За первопроходца, первооткрывателя семейной династии. Все чокались, веселились. Все было просто замечательно. Потом Максим снова встал. «А теперь я хочу поднять бокал за своих родителей. Моя мама ничего этого уже не видит, к сожалению. Но отец много рассказывал о ней, и для меня она всегда как живая. Пап, я хочу выпить за тебя. Ты всю жизнь был рядом, помогал. Так и не женился, хоть ты у меня хоть куда. Спасибо тебе за все».
Максим обнял своего отца. У Романа даже как-то глаза защипали, но он сдержался. Мужчины не плачут, а он последний раз плакал тогда, на кладбище. Народ за столом веселился. Рома знал, что это не последний тост сына, не последнее его объявление. Он просто предвкушал глаза его бабки, матери Романа, когда Максим объявит о том, что они с Наташей подали заявление. Роман знал, что бабушка будет в ярости. Максиму давно нужно жениться. Она и пару ему нашла. Вон сидит девушка с лошадиным профилем. Страшная, глупая, но дочь нынешнего мэра. Она знает, что ее готовят к невесте к столь симпатичному парню. Правда, парень пока никаких знаков внимания ей не оказывает. Зато вьется вокруг своей секретарши. Секретарша всего на пару лет моложе самого Максима. Да, красивая, да, умная, но она всего лишь секретарша. А это просто смешно, чтобы такой человек женился, ну, почти на прислуге. Максим ждал. Он понимал, что как только они с Наташей объявят свою новость, праздник будет закончен. Бабуля закатит скандал. Макс знал, что Наташа тоже в курсе надвигающихся событий, но был уверен, что она все выдержит. Закалка у Наташи была ого-го. Роман наблюдал за гостями. Все знакомые. Кульминации пока не ожидается, а значит, можно отвлечься. Его мысли перенеслись лет на 5 назад. Максим тогда выиграл первое свое дело. Они поехали на кладбище навестить мать. Роман по привычке положил цветы на могилу Насти, а Максим – матери и на маленький памятник рядом. Потом сел и спросил: «Пап, а почему ты всегда привозишь цветы только матери? Почему никогда не привозишь Кате?» Роман не знал, как ответить Максу на этот вопрос. Что-то сочинять и врать он не мог, а сказать правду и подавно. Он просто пожал плечами и промолчал. Максим не стал настаивать, но решил, что когда-нибудь обязательно вернется к этому вопросу. Чем старше он становился, тем больше понимал, что как-то слишком много темных пятен в том, что произошло много лет назад. Не мог понять, почему бабушка упорно винит во всех грехах его мать. Он ее совсем не помнил. На момент трагедии Максиму было 2 месяца. Но отец много рассказывал. Макс понимал, что папа до сих пор ее любит. А еще он понимал, что отца что-то тяготит. Тяготит всю жизнь. Именно папа настоял на том, что Максиму нужно жить отдельно. Он сказал, что не позволит бабушке сделать из сына такую же тряпку, как и он сам. Макс не очень понимал, что это значит, пока не переехал от бабули. А когда понял, как хорошо одному, то долго благодарил отца. После того первого дела сына Рома решил, что Максим встал на ноги. Теперь все только дело техники, а у него есть другие дела, намного важнее. Он начал поиски Кати и очень скоро понял, что мать потрудилась на славу. В документах больницы было записано, что она и правда умерла. Но Роман-то знал, что это не так. Он разыскал доктора, который работал тогда. Тот был уже на пенсии, но сказал, что ничего подобного не помнит. У Романа были деньги, были связи, но все же должно быть тихо, и поэтому он ничего не смог узнать. Почти год рассылал какие-то запросы, разыскивал тех, кто в то время дежурил, работал, но все безрезультатно. В итоге он сдался. Он сделал все, что мог. Может быть, Кати и правда давно нет в живых. За столом началось оживление. Рома понял, что сейчас будет самая кульминация. Он подобрался, взял бокал и приготовился слушать. Он понимал,
что его мать многое сделала и для него, и для Максима, но при этом был твердо уверен, что у этого человека сердца нет. Да, он относится к ней как положено, как к матери, но любви в сердце не было. Она сгорела, когда он слушал ее речь после приезда домой. Максим встал. Все гости уже были слегка навеселе, но еще не в том состоянии, чтобы не понимать, что сейчас прозвучит самый главный тост. Я хотел бы объявить вам самую главную на сегодняшний день новость. И это не то, что я выиграл дело. Это то, что я выиграл в жизненную лотерею. 3 года назад я познакомился с замечательной, прекрасной женщиной. За эти 3 года я понял, что лучше женщин не бывает. Как только Максим начал свою речь, дочь мэра уставилась на Анну Андреевну. Интересно, а она тогда в качестве кого сегодня здесь присутствует? Анна Андреевна успокаивающе положила свою руку на руку девушки. Еще не было такого в этой семье, чтобы ее ослушались. Один раз Ромка взбрыкнул, но и поплатился за это сильно. Вчера, после завершения этого долгого дела, в котором Наташа мне помогала и которое без ее помощи не завершилось бы столь быстро, мы подали заявление в ЗАГС. Гости закричали, зааплодировали. Бабушка побледнела. Дед улыбнулся так, чтобы не видела жена. А вот дочка мэра вскочила, да так неудачно, что перевернула на пол, да и на себя тоже салат, который стоял с краю. Она пошла к выходу, по пути стряхивая с себя остатки майонеза и салатных листьев. Анна Андреевна бросилась за ней. «Не переживай, я все решу и позвоню тебе завтра». Девушка посмотрела на нее долгим взглядом. «Не нужно. Максим любит ее. Я не хочу мешать». «Эх, деточка, если бы мы могли все делать так, как хочется, то все бы жили как животные. Я позвоню». Бабушка вернулась к столу. Ее лицо не предвещало ничего хорошего. «Максим, нам нужно поговорить». «Бабулечка, я знаю все, что ты мне хочешь сказать. Сразу тебе отвечаю, ничего не изменится. Я сделаю так, как решил. И пугать меня не нужно. Я давно уже живу отдельно и обеспечиваю себя сам». Он звонко чмокнул бабушку в щеку. Та растерялась. Она вдруг поняла, что нет у нее рычагов управления внуком. Ну, если только один. Анна Андреевна заплакала. Растила, старалась, учила. А ко мне такое отношение. За что? Ради чего все это? Максим немного не ожидал такого хода событий. Он растерялся, но Роман сжал ему руку. «Сын, не нервничай. Это просто хороший актерский талант бабушки». Максим присмотрелся и понял, что отец прав. Тогда он подсел к ней и сказал: «Бабуль, ну что ты? Давай с тобой отметим столько событий». Анна Андреевна поняла, что ее раскусили. Она резко встала, повернулась к мужу. «Мы уходим. Я не намерена смотреть на то, как мой внук закапывает себя с этой». Она презрительно окинула взглядом Наташу. «Секретутка, без роду, без племени, решила в люди пробиться за счет моего внука? Не получится. Пусть я и стара, но связей у меня в этом городе хватает. Будешь плакать». Наташа побледнела, встала, но Анна Андреевна в сопровождении мужа уже покидала ресторан. Максим растерянно смотрел ей вслед. Ладно, она на него набрасывается, но Наташа, по сути, чужой человек. Как она посмела? Он обнял Наташу, та тряхнула головой. 5 минут меня не трогай, дай успокоиться. Пойду скажу, чтобы уборщицу прислали. Все тут закидали салатами и слезами». Максим отступил. Он знал, что Наташа совладает с любыми эмоциями, но для этого нужно время.
Спустя 2 минуты к столу подошла молодая девушка. У нее была прекрасная фигура, но на голове косынка и напущенные на лицо волосы. Одежда под фартуком чистая, но видно бедненькая. Максим был так зол, что у него внутри все клокотало. Он налил себе чуть ли не целый стакан и залпом выпил. Роман немного отодвинулся, чтобы девушке было удобнее убрать. Она ловко собрала остатки салата и взялась за тряпку. Многие вышли из-за стола, чтобы не мешать, но Максим продолжал сидеть. Девушка, не поднимая головы, сказала: «Не могли бы вы немного подвинуться?» «Нет, не мог. Ты бы волосы убрала, а то не видишь, куда тряпкой махаешь». Рома неодобрительно посмотрел на сына, но тот выпил, перенервничал, и его просто понесло. «А что, таким молодым женщинам в городе нет другой работы, кроме как полы мыть? Или надеешься встретить здесь богатого папика? Ну а что, с такой фигурой вполне возможно. Только ты не так одеваешься, надо юбку покороче». И пошла полы мыть. В этот момент подошла Наташа. Она не понимала, почему Максим взъелся на уборщицу. «Макс, Наташа, подожди. Я вот не могу понять. Смотри, девушка какая хорошая, а найти папика в ресторане никак не может. Может, ты страшная, и поэтому у тебя ничего не получается?» Девушка замерла, потом выпрямилась. Она оказалась не такой уж и молодой, примерно лет 30 или около того. Одна сторона лица была полностью закрыта волосами, но вторая... Максим запнулся. Наташа вскрикнула, все гости замолчали. Перед ними стояла полная копия Макса, идентичная, просто в женском исполнении. Она стояла и молча смотрела на Максима. Тот тоже молчал. Потом молодая женщина заговорила. «Мне очень жаль вас. Для вас самое главное в жизни деньги, положение, а для меня самое главное – это сама жизнь. Да, я работаю по вечерам уборщицей, а днем на заводе, но не для того, чтобы купить себе очередные туфли или сходить в ресторан, оскорбить того, кто слабее тебя, а для того, чтобы моя мама могла получать дорогие лекарства и хотя бы двигаться. Но вам этого не понять». Девушка развернулась и хотела уйти, но перед ней встал Роман. Он смотрел на нее, не отрываясь. Потом Роман протянул руку и отвел волосы с ее щеки. Он уже знал, что там увидит. На щеке от подбородка и даже немного на лбу были шрамы. Женщина отклонилась и снова поправила волосы. Мужчина смотрел на нее, а в его глазах стояли слезы. «Катя, откуда вы меня знаете?» Девушка испуганно смотрела на Романа. Максим побледнел, встал, подошел к отцу. «Папа, кто это?» «Максим, познакомься, это твоя сестра, Катя». Гости зашептались. Наташа удивленно смотрела то на девушку, то на мужчин. Она совершенно ничего не понимала. Его сестра, она же погибла тогда, сразу после пожара. Максима тоже мучил этот вопрос. «Папа, я ничего не понимаю. Катя же похоронена рядом с матерью». Но Роман молчал. И тогда Максим задал еще один вопрос. «Ты поэтому никогда не клал Кате цветы?» Девушка не понимала, что происходит. Какой брат? Какая похороненная мать? Ее мать дома. Она очень сильно болеет. Что вообще происходит? Но она не могла не заметить того, как сильно она и молодой мужчина похожи. Катя испугалась. Сама не поняла чего. Она бросилась бежать. Скинула в подсобке фартук и через черный вход бросилась на улицу. Ни Рома, ни Максим не стали ее догонять. Найти ее не составит труда, а вот поговорить им нужно было.
Гости как-то незаметно испарились, остались за большим столом Роман, Максим и Наташа. «Папа, ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Да, пришло время». И Рома стал рассказывать все с самого начала, про то, как познакомился с Настей, как привел ее знакомиться к своим родителям, как после института пошел в дальнобойщики, чтобы прокормить семью, чтобы у его маленьких Макса и Кати все было. Потом про тот пожар. Все это Максим и так знал, но молчал. Ему нужно было понять, почему, что произошло, что похороненный ребенок жив, и 30 лет о нем никто не вспоминал. Роман продолжал. Он нисколько не оправдывал себя. Он просто излагал факты. Когда дошел до того, что стал искать Катю, Максим перебил. «Почему ты не рассказал мне? Вместе у нас было бы больше шансов что-то узнать». «Максим, я не хотела огласки. Это же сразу наша бабушка попадала под статью. Одно дело быть уверенным, что Катя где-то есть, где-то живет, но у меня такой уверенности не было. Я не хотел зря будоражить это все, и тебя в том числе. Конечно, если бы я нашел какие-нибудь следы, то обязательно сказал бы тебе. Но по всем бумагам выходило, что в то время никакие дети не передавались из больницы в детский дом. Я решил, что самое страшное все-таки случилось, и прекратил поиски». Максим сидел, обхватив голову руками. Наташа приобняла его. Она поглаживала рукой его волосы. За столом воцарилась тишина. «Пап, и что теперь делать? Ведь она никогда не простит нас». «Максим, я не знаю, но знаю точно, что я ее найду. Пойду, буду просить прощения, попытаться помочь. Ты же не виноват, что твой отец оказался таким трусом». «Я пойду с тобой, это не обсуждается». Максим встал. Тут вмешалась Наташа. «Максим, Роман Александрович, время 12 ночи. Девушка и так напугана, тем более она говорила про больную мать. Вы дождитесь утра, у вас будет время, чтобы хоть что-то узнать о ней и о той женщине, с которой она живет». Роман вздохнул. Наташа права. Нужно найти управляющего и узнать адрес. И хоть что-то еще. Макс нашел глазами официанта. Персонал испуганно сжался у стойки. Они знали эту семью. Да кто не знал их в городе? Никто не хотел попасть под горячую руку. Макс махнул рукой. Один из официантов тут же оказался рядом. «Управляющего позови, или кто сейчас есть из начальства?» «Хорошо, сейчас». Управляющий ничего толком сказать не мог. Он дал адрес, сказал, что у Кати болеет мать, что работает она у них уже больше года, вроде не замужем, да и кто ее возьмет с таким лицом? Но и этого было достаточно. Они решили ехать к Анне Андреевне. Переполошили всех. Анна Андреевна схватилась за сердце, увидев в такое время на пороге внука, сына и эту, Наташу. «Что случилось? Почему вы шатаетесь по ночам?» Говорить начал Рома. «Мама, мы встретили Катю». Анна Андреевна почему-то сразу поняла, о какой Кате идет речь. Она тяжело опустилась в кресло. «Понятно. Что вы хотите знать?» Катя прибежала домой. Мать слышала, как она всхлипывает. С трудом села на кровати. «Катенька, дочка, что случилось?» Катя прибежала к ней в комнату, упала на пол и обняла мать за колени. «Мамочка, скажи, что это неправда. Скажи, что ты мне родная мать». Женщина зажмурилась. Вот и все. Теперь придется рассказать ей все. «Катюша, когда-то очень давно вас с братом привезли в нашу больницу после пожара. Он не пострадал, а вот у тебя было обожжено лицо. Та семья, они забрали только мальчика,
тебя оставили. Бабушка ваша, она была богата и влиятельна. Она сделала тебе свидетельство о смерти, а мне заплатила, чтобы я подбросила тебя в детский дом. Я не смогла и попросила ее помочь оформить все так, как будто ты моя дочь. Ее это вполне устроило. Через неделю я уезжала. Вернуться могла только через пару лет уже с тобой. Прости меня. Я не могла этого тебе рассказать. Я всю жизнь любила тебя, как родную. Прости меня, девочка. Катя уснула под утро. Она столько всего передумала, столько наплакалась. Она не винила свою мать. Но узнать, что ее бросили из-за того, что на лице были шрамы, это было страшно. Все равно, что выбросить маленького котенка на улицу, потому что он некрасивый. Ее разбудил звонок в дверь. Катя встала и пошла открывать. Мать уже не спала, но так быстро встать она не могла. Перед ней стояли вчерашние мужчины, тот, который был ее братом, и тот, который был, вернее, мог быть, ее отцом. «Что вам нужно?» «Катя, пожалуйста, давай поговорим, объяснимся. Разреши нам войти». Девушка отодвинулась. Максим и Рома вошли в квартиру. Все очень бедно, но очень чистенько и уютно. Они прошли в комнату. На диване сидела женщина. Она смотрела на них испуганными глазами. Она была очень полной, особенно ноги. «Здравствуйте». Роман подошел к ней, какое-то время смотрел на нее, а потом сказал: «Спасибо вам за то, что не бросили, не побоялись, за то, что вырастили». Сказано это было таким тоном, с такой болью, что женщина просто кивнула, не стала говорить ничего. Неужели ее Катеньке помогут, и ей не придется больше столько работать? Она-то что, уже большая часть жизни прожита, а Катя молодая, ей бы только жить. Спустя полгода у Максима и Наташи была свадьба. Пришлось перенести ее, так как Максим хотел, чтобы на свадьбе в качестве подружки невесты обязательно присутствовала его сестра. Они с Наташей очень подружились. Наташе пришлось согласиться, несмотря на то, что она заметно округлилась. Максим смеялся. «Ну как так? Делал предложение одной, а женюсь сразу на троих». Наташа носила двойню. Катя только вчера вернулась из Германии. Она была там в лучшей пластической клинике. Максим ее еще не видел, а вот Наташа уже встречалась. Его вообще во многое перестали посвящать. Говорили: «Ты жених, вот и занимайся своими делами». С отцом они помирились. Разговор был очень тяжелый. Максу несколько раз хотелось его ударить. Мать Кати определили в лучшую больницу, и когда лечение стало помогать, и женщина потеряла свою одутловатость, то оказалась очень симпатичной и совсем не старой дамой. Максим видел, как отец на нее смотрит, просто не отрывая глаз. Он переминался с ноги на ногу на крыльце дворца бракосочетания. Отец посмеивался. «Ну что ты так волнуешься? Никуда твоя Наташа не денется. Теперь-то ты приковал ее крепко». «Пап, ну что за шутки?» «Молчу, молчу». «Пап, а Катю ты видел?» «Нет, она категорически не показывается нам. Сказала, что увидимся на свадьбе». В это время к крыльцу подкатил белый лимузин. Оттуда высыпали подружки невесты и потом помогли выбраться самой невесте. Хоть платье было и широким, неприталенным, очертания живота Наташи были хорошо видны. Максим улыбнулся и бросился к невесте. Он по пути окинул взглядом всех, кто приехал, но Катю так и не увидел. Поцеловал Наташу и спросил: «А Катя где?» «Привет, братишка». Он обернулся. Перед ним стояла Катя. Высокая прическа, открытое лицо. Она улыбалась. Катя была такая красивая,
очень похожа на него, только черты лица более утонченные. «Катюша!» Макс обнял ее, и Катя вдруг заплакала. «Ну ты чего? Решила мне всю свадьбу засолить?» Анна Андреевна на свадьбу не пришла, сказалась больной. Верный муж остался с ней рядом, ни на какие уговоры не поддавался. Не могу я ее оставить. Да, она много чего натворила, но она же моя жена. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.